Всем привет! Сегодня большой ролик про котят, почти 20 минут. Кроме того, будет пес Ника вместе с хозяевами и много чего другого интересного. В воскресенье была католическая Пасха, и к нам пришли соседи со своим псом Ника. Мы знакомы уже очень давно, и у нас такая традиция, мы друг друга поздравляем с праздниками. А вот это у нас райндлинг, это карентийский кулич, такое карентийская скрепа, карентийское все. Я как-то показывал, как и готовят. Ну, это такой быстрый вариант на скорую руку, таких маленьких размеров. Вообще эти куличи, они продаются круглый год, их можно купить. Они есть от совсем маленьких, как эти, до огромных. Ну, то есть это такое национальное карентийское кондитерское изделие. Это изюм. Ну, вот смотрите, изюм, тесто, там мед, что только не добавляют. И вот традиция их изготовления теряется где-то в веках. И вот это одно из национальных карентийских блюд. Сверху яичко кладется крашеное. И вот в таком виде это праздничный райндлинг. Пес Ника, он живет с 3 котами. То есть у них помимо пса есть 3 кошки. Поэтому Ника привыкший к котам. С котом Вилли они вообще знакомы лично. Вилли залез на крышу и наблюдал сверху. А Ника пошел гулять по участку. Котята были дома. И вот он подошел со стороны террасы к окну. А с этой стороны сидели Анфиса и Арчик. Арчик тут же убежал в укрытие. И из укрытия стал там издавать утробные звуки, рычать. А Анфиса, как и с лебедями, она абсолютно сидела буквально через стекло нос к носу с этим псом. И она ухом не повела, что говорится. Ну, Анфиса, она такая, у нее характер. Значит, что это за съемки? Это у нас конец ноября прошлого года. Я случайно обнаружил прекрасный видеоряд. Были сделаны такие хорошие съемки, просто один день. И как-то так получилось, что они не вошли ни в один из роликов до сих пор. И я просто подумал, почему они должны пропадать. Давайте посмотрим. Будет много про котят. Ну, естественно, наши друзья-лебеди, с которыми мы сейчас уже прекращаем их кормить. Вот сейчас последняя неделя будет по ночам минуса. То есть у нас вот заказанный корм, который есть, он закончится. И на этом мы до холодов, до зимы следующей, такое кормление усиленное прекращаем, потому что они уже имеют достаточно пищи. А вообще стала молодежь лебединая, птенцы, стали ночевать 2-3, просто ночевать на тростнике у нас, ложатся, голову под крыло и спят. Вот вопрос был, как спят лебеди. Очень просто, ложится, голову под крыло и спит. Но обычно это делают в укрытиях, там, сказать, в зарослях каких-то. А сейчас просто у нас на участке. Интересно. Значит, мы приняли участие в акции по помощи лягушкам. Я вам про это покажу. И нам это мероприятие, в общем-то, понравилось. Мы прониклись, и теперь регулярно все это проводится до конца апреля. То есть есть путь миграции лягушек. У них весна, любовь, и вот икру они откладывают у воды, у озера, в озере. Поэтому живут они в лесу. И между лесом и озером есть дорога. И инстинкт их зовет через эту дорогу идти. И там многие гибнут. И вот природозащитники, защита животных, проводит акцию помощи лягушкам. И мы получили письмо с предложением тоже принять участие. Мы с Андреем съездили первый раз. Нам это мероприятие очень понравилось. Мы решили, что да, мы обязательно будем участвовать. То есть мы сами по вечерам теперь выезжаем
Вот, я про это постараюсь сделать более подробный сюжет. Что это такое, зачем это нужно. Вот видите, этот знак стоит, лягушки, и, пожалуйста, ну, едьте медленнее. Вот, лягушку руками ее переносят. Иногда за ночь вот природозащитники вот эти помогают более 1000 лягушкам. Ну там не только лягушки, там саламандры, ну всего около 10 видов. Мы получаем специальный лист, на котором отмечаем, какого вида вот лягушонок конкретный был, и ведется учет таким образом. Ну, попытки сделать как-то под дорогой какой-то путь для них, ну я покажу про это потом, пока успехом не увенчались. А теперь, вот смотрите, я сделал еще один канал. Вы знаете, да, вот объявление было у нас в воскресенье прошедшее. Сделал еще один канал, на который буду размещать все, что не связано с котами, лебедями, с животным миром. То есть я разгружу вот этот наш канал с котиками, лебедями и прочими от нетематических роликов. То есть то, что касается бизнеса, какие-то мои говорилки на такие отвлеченные темы, какие-то там, так сказать, размышления за жизнь, они будут теперь публиковаться на другом канале. Вот. Поэтому, если вас интересует больше тематика, ну такая, бизнес и прочее, то вы можете подписаться также на тот канал. Это не означает, что нужно отписываться от этого. Ну, как бы одно другому не мешает. Вот. Зачем я это сделал? Ну, просто роботы Ютуба, алгоритмы Ютуба работают таким образом, что они не поощряют вот такое смешение. Потому что ролики, которые не касались кошачьей лебедячей темы, набирали значительно меньше просмотров, имели больше негатива, отписки, какие-то там дизлайки и так далее. И это сказывается в целом на продвижении канала, в целом на результатах канала. У меня материала и энергии хватает на 2 канала, поэтому я буду публиковать, естественно, объявления про новинки другого канала на этом канале и наоборот. Соответственно, если вы смотрите про котов и лебедей, но вас неожиданно что-то заинтересует из показываемого на другом канале, вы будете иметь про это информацию, сможете всегда зайти посмотреть. Все мои вот эти говорилки последние, они сопровождаются видеорядом вот таким. Те же котики, те же лебеди, та же природа, цветы и так далее, так далее, так далее. И то, что я говорю, оно, в общем-то, не всегда бесполезно. Ничего не мешает иногда отвлечься от котов-лебедей и задуматься о каких-то других вещах. Ну, в конце концов, можно смотреть без звука, как многие и делают. Итак, вот другой канал. Прошу любить и жаловать. Что будет на этом канале? Ну, на этом канале остается 3 раза в неделю или, может быть, 2 раза в неделю. В зависимости, ну, котята подросли, да, вот такого слишком частого появления событий каких-то новых номеров от них, их становится меньше. И, может быть, я пойду по пути делать 2 ролика в неделю, но делать их подлиннее и делать их качественнее. Я сейчас переговариваюсь с профессионалами в области видеомонтажа. Может быть, я действительно буду делать 2 ролика в неделю, но это будут такие маленькие шедевры. Ну, просто мне приятно, чтобы вот эти видео были как можно более полноценны в плане качества. Вот, Ирина ставит вопрос, говорит, давай, может быть, эти пластмассовые уберем, а поставим лучше еще ящики. Я, честно говоря, не знаю. Вот. Я сказал, решай сама. Мне скажут нести, буду нести. Скажут ломать, буду ломать. Скажут сколотить новый ящик, сколочу. Ну, в принципе, вот, работает и то, и то. Вот у меня вопрос был, какой лучше. Работает и такая обычный ящик, вот, и такая закрытая пластиковая система.
Ну просто мы почему поставили дополнительно к этим пластиковым еще и ящики? Потому что просто не хватает места. И поставить вместо них ящики, ну, тоже будет увеличение объема значительное. Ну, опять же, посмотрю, Ирина скажет, ну, сделаю. А я уже установил насос, ну, она ставила, я там проводку делал, то есть уже установили насос. Ирина занимается рассадой, всякими вот этими огородными делами, приводит в порядок, все пересаживает с места на место. Это у нее спорт такой, каждый год она берет половину сада, пересаживает с места на место. Ну, ей виднее. Вот, посмотрим. У нас сейчас обещают неделю по ночам будут минуса, причем до -5. При этом персик уже вовсю цветет, вот, а черешня появляются цветы, и если черешня сейчас не притормозит, а потому что днем 12-14 градусов плюс, а ночью до -5. То есть персик, скорее всего, нектарин у нас, нектарин, он в прошлом году великолепные были вот плоды, мы, скорее всего, ну, будем иметь с ним проблемы. Черешня, мы очень надеемся, что черешня все-таки притормозит цветение и переживет вот эту неделю. Вообще, ну, какой-то год, зима холодная. Как я говорил, что если мне скажет кто-то про всеобщее потепление, ну, пошлю. А нет никакого всеобщего потепления, все это обычные враки. Оно вчера теплело, а сегодня вот холодает. Так что мы готовимся, постепенно готовимся. Идут такие споры по поводу вот этой лужайки, а что с ней делать тут. У Ирины есть план, вот склон она начала засаживать такой травой, которую не надо стричь, которая сама по себе вот такая почвопокровная, ну, хорошая такая трава. А возможно, она продолжит вот это. А так, присматриваемся все-таки к плодовым деревьям, но не знаю, что решим. Вот. Я получил доску. То есть приближается лето, я катаюсь на электросерфинге. И заказал доску шведскую Радин. Она уже пришла. Ну, это такой очень серьезный аппарат, скоростной. Вот, ну, 45 км в час развивает. Я 45 км в час не буду ездить, наверное. Ну, километров 30 в час, ну, вполне. Ну, посмотрим, как пойдет. Сейчас еще, конечно, рано пробовать. Еще холодно. Даже в гидрокостюме еще холодно. Ну, где-то в мае месяце уже, наверное, будет самое то. Я хочу заказать такой... Ну, у меня есть гидрокостюм полностью, целиком. Я хочу сделать такой штаны и рубашку отдельно. Есть такой вариант. Ну, посмотрю, что получится. И тогда можно будет в начале мая уже попробовать выезжать. Вот. А где-то с середины мая вода уже 20 градусов, там уже вообще без проблем. Вот. Так что предстоит ролик про доску. Но этот ролик, скорее всего, будет на новом канале, чтобы не расстраивать тех, кто любит про котиков и лебедей. Вот такие трюки, они продолжаются. Значит, у нас Арчик прыгал. Он с пирса прыгал на тростник. Вот было у него несколько таких трюков. Он просто берет, так сказать, ну, не разбегается, толкается и прыгает на тростник по пояс в воде и потом по тростнику идет, уходит к соседям. То есть настолько безбашенные поступки. Мы потом на байдарке просто заплыли, и тростник там, в этой части, сухой тростник, его убрали, чтобы у него не было вот этой площадки, куда он прыгает. Ну, я говорю, Арчику осталось только научиться плавать. И все, и будет уже все хорошо. Значит, вот наши соседи, которые приходили, Сабина и Герт. А Герту сейчас уже 76 лет. И вот я его спросил, ты уже прививку получил или нет? Он сказал, что нет, еще не привили. И вот он ждет сообщения. То есть он зарегистрировался у домашнего врача и зарегистрировался, есть специальный сайт в Каринтии, правительственный сайт по прививкам. Я вот тоже там зарегистрировался, но по моему возрасту еще даже не начинают прививать. А у него вот сейчас прививают 65+. Ему уже за 70 хорошо.
по идее, он должен прививку получить был бы уже. Но нету. Ну, он говорит, буду ждать спутник. Будет спутник, привьюсь. Я говорю, а другими привьешься? Говорит, ну, любой привьюсь. Говорю, а я спросил, есть ли у тебя предубеждение против AstraZeneca. Он говорит, нет, я, говорит, не считаю, что AstraZeneca плохая, я ей тоже бы привился. Ну, то есть ситуация, когда человек пожилой, у него при этом у него и давление, у него и сердечные проблемы, то есть у него, так сказать, группа риска откровенная. Тем не менее, по непонятной причине, вот он сам говорит, я сам ничего не понимаю, по идее я должен уже быть привит. Ну, видимо, вот все-таки нехватка прививок. Сейчас по Австрии процент привитых 16% населения привито, это по Евросоюзу нормальный такой средний процент. Но вот до него, до моего соседа, очередь пока не дошла. Вот, но он ждет. Это был туманный день. Вот, я планировал как раз ролик про такой туманный день. Даже не знаю, как у меня выпал тогда вот этот видеоряд. Это отличный. Вот. Уже осень такая, осень-осень. И котятки уже немножко подросли к тому времени. И была игра. А сейчас они проводят, целый день на улице, да, вот у нас дверь на террасу открыта, они свободно вышли, зашли, Арчик перестал куда-то там прыгать, бегать, он ходит, гуляет. При этом Анфиса, она выйдет где-нибудь, сядет, смотрит, потом вот пробежится куда-нибудь, сядет, смотрит. То есть она такая, наблюдательница, на подоконник сядет, смотрит. А Арчик, он носится как бешеный. Вот. И устает так, что вечером он просто вот приходит и спит, ложится, вот, лапки свои вытянет и дрыхнет. Вот. Поэтому у меня вечерний мой сеанс, когда они обычно приходили вдвоем, садились по обе стороны, выпрашивали прошутто. Сейчас только Анфиса. Анфиса благоразумно сохраняет силы на вечер и вечером получает вкусняшки. Арчик, он просто спит, он просто просыпает всю вот эту вечернюю раздачу. Уже готовы ролики про Анфису и черного кота, про дымчатого кота и как Анфиса помогает кормить лебедей. Смотрите в ближайшее время. Пока-пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!